Я нашла у себя вот такую вот нитку. Это, видать, шерстяная. Она лучше всего подходит, чтобы делать вот такие вот. Берем кисточку, так, чтобы один край был более узкий, другой более широкий. Прикладываем сперва проволочку, где-то так, чтобы мы ее смогли потом загнуть. И начинаем обматывать. Единственное, при обмотке я ее слегка расправляю. То есть она вот тут закрученная. Так потом легче будет ее распушить. Накручиваю я сантиметра 3, можно 4. Ну, больше не надо. Они не настолько длинные. И обязательно прохожусь двухсторонним скотчем по линии нашей проволоки. Теперь беру проволочку, загибаю и оба конца вместе скручиваю. Перед окрашиванием я обязательно их смочила, чтобы пропиталась краской везде. Вот смотрите, внутри они сперва такие зеленоватые, потом мы сделаем лимонное с охрой, и потом, когда они уже высохнут, мы сделаем лимонным цветом сверху. Итак, первое мы проходимся зеленым цветом с одной и с другой стороны, там, где у нас наша проволока. Можно делать достаточно активным, можно делать и малоактивным. То есть то, как вы пожелаете. Теперь проходимся лимонным цветом уже везде. За счет того, что они у нас смоченной водой, получаются переходы от одного цвета в другой градиенты. И обязательно сверху охра. Обязательно необходимо пожамкать, чтобы цвет немножечко так перемешался. И в первом случае я дожидалась, пока они высохнут, и потом пыталась их распушить. В общем, очень сложно. Поэтому мы снимаем их, пока все это дело сырое. Берем наше лезвие и аккуратненько разрезаем. Первая часть готова. Теперь мы берем
И все это дело скручиваем. То есть получается, если вы помните, в детстве мы делали таким образом мишуру. И хорошенечко подкручиваем. Берем расчесочку и начинаем распушать. Одной стороной, и потом острым стыком мы еще проходимся. Здесь они у меня получились более зеленые, поэтому сверху я еще прохожу охрой. Я их вычесала, кое-где подрезала для хорошей формы, и они получились даже более зеленоватые. Это ничего страшного, берем акрил и вот такими вот мягкими движениями подкрашиваем. Опять же, чуть-чуть. И смотрим. Прочесываем и чуть-чуть смотрим, где нам не хватает. Вполне достаточно охры. Теперь лимонным цветом делаем также в пальчиках. Можно кисточкой, но кисточка оставляет сильно большие следы. И прокрашиваем именно самые-самые края, вот эти вот пушинки. Сразу формируйте саму форму, вот эту вот, какой она должна быть. Потому что акрил при высыхании, он становится чуть более жестким, и в такой форме наша пушинка останется. Листья у них очень тонкие, длинные. Основная полоска посередине. И вот такие вот изогнутые лодочки. Этот лист практически в самом конце. Чем выше к соцветию, тем они меньше. Я раскатала глину почти на самом тоненьком. И сейчас просто мы вырезаем лодочки. Обязательно закрываем файлик и по краям проходимся, чтобы немножечко еще истончить край. После этого берем лезвие и тупым концом делаем насечки посередине. Сильно не продавливайте, иначе прорежете. То есть вот эту вот основную линию на листе. Берем наш листик, берем маленький кусочек проволочки и вставляем не строго посередине, там где у нас прорез, а рядышком сбоку. Собрали кончик и сплющили. После этого по линии изгиба мы
сгибаем, оно легко сгибается. Зажимаем между вот этими вот пальчиками и слегка растягиваем и изгибаем, придавая форму лодочки. И вот в таком вот положении, вот на вот этот вот изгиб ячейки мы кладем, чтобы они у нас сохли. Каждое соцветие имеет длинный ствол, приблизительно 4-5 сантиметров. Ну, все по-разному, до 6. Но макушка вот как ступенькой. Верхняя чуть ниже и самая нижняя. Берем нашу заготовочку у самого основания. Взяли глингу, приклеили и потихонечку опускаем тоненько. Мне необходим длинный ствол, поэтому я беру длинную. Делаю. Теперь кладем ладошку, ребром раскатываем, протягивая к основанию. Чуть-чуть сразу тонируем. То есть мы помним, что у основания чуть-чуть желтенького добавили. Здесь у меня на кисточке с одной стороны зеленый, с другой чуть-чуть красноватый. Вот мы проходимся. У основания можно даже вот красноты чуть-чуть добавить. И очень много таких поеденных с черными точечками, черно-коричневыми. Поэтому мы сейчас тоже это постараемся повторить с помощью зажигалки. Берем и поджигаем. Естественно, чем сильнее, тем больше у нас вот этих вот черных точек. И достаточно реалистично получается. Правда, запах не особо приятный. Начиная с маленьких листиков, мы просто их приклеиваем в шахматном порядке. А более крупные с проволочкой, пока наш ствол сырой, мы вставляем. С одной и с другой стороны. Так делаем все соцветия. На каждом листике, смотрите, краешек тоже такой коричневенький. Поэтому также берем, для простоты это делаем практически в последнюю очередь, и слегка подпаливаем большие листья. Маленькие не надо. Вот такая вот веточка у меня получилась. Вот она настоящая. Пишите в своих комментариях, насколько у меня получилось похоже и выглядит ли такой вариант достаточно реалистично.